Продолжаем копаться в истории Хаш 2. Джим Ли и Джефф Лойб выдали нечто, что разрывает западный фандом в пух и прах по абсолютно разным причинам. Мы же спокойно и аккуратно разбираемся, что к чему и как. Сразу дам пометку. 161 выпуск, то есть следующий, который должен был выйти в конце июня, переносится аж на конец июля, поэтому разрыв между роликами будет ощутимый. Я вас предупредил. Вы на канале Мортом Попола Видеокомикса, меня зовут Юджин Мортом. Поехали. Выпуск открывается с событий в пещере, и мне очень нравится, как закадровый голос Бетса просто ведет нас через камеры видеонаблюдения. Брюс просматривает записи. Пещера. В порыве гнева Джейсон меня вырубил. Нужно выяснить, что произошло с того момента и по-настоящему. А что же произошло? В пещере появился Хаш, который был на грани получить по лицу от Тода. Ибо «Чё ты шепчешь, дурак, мы тут одни?» Раздражаешь. И Джейсон так-то прав, чё он шепчет-то? «Ты сделал то, что было нужно сделать». Нет. Джейсон с Хашем. Как я и подозревал. В моем доме. Предательство. Джейсон всегда был непредсказуемым. Высокомерие, которое, как я надеялся, он перерастет. С момента его возвращения. С момента, как он принял личность Красного Колпака. Джейсон вновь пытается убить Джокера, но... «Джейсон, это только начало», — говорит Хаш, бросая скальпель очень и очень метко, прямо в дуло пистолета Тода. «Сделай свой лучший выстрел. Если хочешь потерять свою руку, когда этот пистолет выстрелит и взорвется». Примечательно то, что Хаш хочет, чтобы Джокер оставался жив. Он вот именно нужен живым, чтобы каждый мог увидеть, какой выбор сделал Бэтмен. Ну то есть спас его, Джокера, вместо Джейсона. Мы вернемся к этому моменту, поэтому не переключайтесь. Джейсон сделал так, что ему стало сложно слушать кого-либо, комментирует Бэтмен. И вот именно здесь раскрывается то, что имел в виду Хаш, говоря про спасение. Смотрите, последствия смерти Джейсона привели к тому, что мозг Тода сейчас разрушается. Эти приступы гнева — это один из симптомов. Причем Хаш подмечает, что даже яма Лазаря не смогла все это дело восстановить и исправить, что для меня, кстати, очень странно, но окей. После Хаш говорит Джейсону, мол, когда ты умирал у него на руках, он не думал позвонить мне, его другу детства и лучшему нейрохирургу в мире. Когда же Брюс пробил себе череп, то мой номер был первым, который он набрал. Славно. Ты эту последнюю часть добавил для меня или для камер наблюдения, потому что у Брюса теперь есть все твои планы. «Да ну», — говорит Хаш. Здесь я еще сделаю небольшой откат. Смотрите, весь этот спич Хаша про помощь — это весьма странно. Поясню почему. В 428 выпуске Бэтмена, а это часть ивента «Смерть в семье», легендарный, кстати, ивент, советую почитать, Брюс нашел Джейсона, проверил пульс и как бы все. Брюс констатирует, что пацан уже начал остывать, как его можно было спасти. В дальнейшем парня так-то похоронили, потом была история с тем, что Супербой Прайм его воскресил, но, как я уже говорил ранее, это отредконили. Отчего Джейсона в новом каноне по итогу воскресила Талия аль Гул в яме Лазаря. А как и когда Джейсон умирал на руках Брюса, я этот момент, если честно, не шибко понял. И, кстати, у нас очередной финт с больным мозгом здесь получается. Например, раньше был Ридлер, а теперь это Джейсон получается. Все, что говорит Хаш, может быть или правдой, или частью его извращенной игры. Куда они повезли Джокера? Что не так с Джейсоном? Украл машину, оставил единственный скальпель. Дамасская сталь, он знал, что я вспомнил. У меня, если что, все еще вопросы к моменту, что связан с Джейсоном. То есть, если раньше это попахивало небольшим редконом, то теперь это ощущается мощным откатом. Мы же вернемся к истории, давайте погружаться в детство Брюса и посмотрим, как это связано с Хашем и конкретно с Дамасской сталью. Много-много-много-много лет назад. Я всегда буду думать о поместье Уэйнов как о доме моего отца. Мы с Томми играли там в игры.
Меня не пускали в его кабинет, не говоря уже о его медицинской сумке. И нам демонстрируют, что Брюс тайком пробрался в кабинет своего отца и изучал содержимое его сумки. Разглядывал инструменты. Отец это замечает, и от испуга Брюс роняет скальпель. Это очень опасно, особенно в неправильных руках. Томми Эллиот, мальчик, которого мы брали в Метрополис, он сказал, что твои скальпели лучшие в мире. Это правда. Я изготовил их из особого металла, что был найден на Ближайшем Востоке. Дамасская сталь. Видишь, как идеально сбалансировано? Он не выскользнет во время операции. Теперь компания Wayne Corp производит их для всех, кто в них нуждается. Можно ли из него сделать что-нибудь другое? Это потребует времени. Что, например? Меч? Томми любит играть в военные игры с этими металлическими солдатиками. Как ты думаешь, мы сможем сделать набор к его дню рождения? Моих родителей убили. Солдатики никогда так и не были сделаны. Он знал, что я запомню. Можно ли считать, что момент с упоминанием военной игры — это отсылка? Просто Хаш имел второстепенную роль в одноименном сюжете нулевых. Мне кажется, что да, в этом что-то есть. Переносимся к Гордону. Однажды ночью Джим Гордон помешал мне убить Джокера. Еще одна игра Хаша. Интересно, что он подумает, когда узнает, что я сделал. Джим находит на столе планшет, к которому закреплен стикер с надписью «Друг». Включив его, Гордон наблюдает за видеозаписью с Джокером. Видит, как Бэтс спасает его. Узрев достаточно, Джим хочет остановить эту самую запись, и, нажав на кнопку выключения, планшет взрывается у него в руках. Джим очень сильно ранен. Сразу скажу, что в этом выпуске нам не дадут реакцию более прямую Гордона на все то, что происходит, и более он здесь не появится. Переносимся в часовую башню. Эдди в своей седабовской кожанке с мышцами, Дик и Барбара. Нигма, оказывается, не просто знает личности Бэтмена, Найтвинга и Бэтгерл, а он в целом владеет практически всеми секретами Бэт-семьи. Как мы можем вообще тебе доверять, Нигма? Что делал слон, когда пришел на поле он? И Дик с Барбарой весьма обескуражены, мол, чё, слон, серьезно? Забейте. Я был бы больше обеспокоен тем, что если я знаю, то кто знает еще? Хаш, никто из нас не в безопасности. Мне нужно добраться до Джейсона. Я могу помочь решить эту загадку, но если пойдешь туда, то это именно то, чего и хочет Хаш. Вам нужно держаться вместе. Да мне плевать, что хочет Хаш. Скажи мне, где Джейсон? Вопрос. Как можно быть в двух местах одновременно? Во-первых, запоминаем этот вопрос. Аукнется в конце. Во-вторых, загадка про слона — это прямая отсылка к концовке первого Хаша. В оригинале вся эта шутливая английская загадка была в устах Бэтса и вела к тому, что ответ на сие знали все, а значит и загадка никудышная. Я даже далее процитирую для более ясной картины. «Я могу ничего не бояться. Ты раскрыл мой секрет только Эллиоту и все. И не рассказал про меня даже Глиноликому, когда он притворялся Робином. Я знаю тебя, как облупленного, Эдвард Нигма. Может быть, даже лучше, чем ты сам себя знаешь. Загадки — твоя страсть. Ты не можешь без них. А загадка, ответ на которую всем известен, никуда не годится». Далее, в-третьих, фраза Дика Грейсона про «никто из нас не в безопасности». Вероятно, просто прямая отсылка к 12-му выпуску «Темной победы», где Дик говорит буквально то же самое. Либо год первый, кто знает. Ну и последнее, все тот же вопрос, откуда Нигма знает. В моменте Барбара получает сигнал, звонок. Я должна идти. Что? Куда? «Ты играешь в его игру», — предупреждает Эдди. «Да мне плевать, это мой отец», — говорит Барбара, сорвавшаяся на первый же зов. Теперь Бэтгерл и Найтвинг разделены, как Хаш того и хотел, и о чем Нигма предупреждал.
Кстати, Найтвинг отвечает на вопрос Эдди про то, как же можно быть в двух местах одновременно. Ответ: ты не можешь, если только вас не будет двое. Каждый из вас имеет как минимум одну персону, о которой вы очень заботитесь. Ахиллесова пята. Вот где он будет оказывать на вас давление. Тем временем Бэтмен устремился к Уэйн-Мед Тауэр. Наследие моего отца. Одно из многих. Теперь каким-то образом оно оказалось втянуто в войну с Томми Эллиотом. В башне Брюс встречает некую женщину, она там якобы работает. Друг друга они увидеть явно здесь не ожидали. Я слышала об Бэтмене, конечно, но я не думала, что ты действительно настоящий. Как я могу помочь? Меня забавляет, что кто-то и по сей день думал, что Бэтмен миф. Казалось бы, что в Готэме уже каждая крыса в курсе, что это местный линчеватель, а тут вот тена. Бэтс тем временем без вопросов показывает незнакомке скальпель, который был сделан в этой самой башне. Просит пробить серийный номер и узнать больше информации. Такое ощущение, что у нас здесь взаимодействуют два старых приятеля. К слову, Брюс сразу понял, что в этой женщине все ложь, бесповоротная. Но он не знает, на кого она работает. «Друзья зовут меня Армори», — говорит девушка. «Мы не будем друзьями». Кто или что она? Ты делаешь эти свои детективные дела, прямо как он и сказал. Робот ли она? Андроид? Скорее, больше человек с улучшениями. Все, что тебе нужно, респонсометр. Это устройство, что управляет металлами, и правильный хирург. Как долго она здесь находится? Как давно Хаш все это спланировал? Так, Армори у нас это новый персонаж, и она упоминает, что с помощью респонсометра и хирурга она получила вот такие вот силы. Респонсометр — это устройство, что создал Уилл Магнус. Именно оно позволило ему создать знаменитых металменов. Ей приходится концентрироваться, чтобы удерживать форму. Мне нужно сломать концентрацию. Нужно сломать ее. Где он? Где Хаш? Но четкий и понятный голос Сайленса останавливает эту битву буквально одним словом «стоп». Вернемся к Дику, готэмский маяк. Что не имеет ног, но может стоять так высоко, рукой до неба подать. Не мог просто мне сказать, а? Забравшись, Дик сразу же встречает Джейсона. Я слегка разочарован, что это ты, а не Брюс. Говорит свои приветственные слова тот и стреляет в Найтвинга, который, конечно же, успешно уворачивается. «Джейсон, пошли со мной». «Типично для тебя. Ты не понимаешь, Дик. Брюс стрелял мне в лицо». «Что? Я не верю тебе». «Да мне плевать, я никуда не пойду, а вот ты уйдешь. И мне даже не нужно это, чтобы надрать тебе задницу». Говорит Джейсон и оставляет два пистолета прямо рядом с Джокером. Это сыграет свою роль. И почему все сводится к жопе Найтвинга? Что Хаш сделал с тобой? Сделал со мной? Он собирался меня спасти. Ты слушал Брюса слишком долго, ты думаешь, что есть лишь его правда. Хаш манипулирует тобой, это его игра. А Джакушкер тем временем подглядывает. Не спит, зараза. Я тебя заберу, даже если мне придется тебя нести. Джейсон, медленно. Пшел к черту. О, я так долго хотел воспользоваться этой фразочкой. Кто из вас быстрее летящей пули? Говорит Джокер, наставляя пистолеты Джейсона на двух бывших Робинов. Фраза про пулю, кстати, это прямая отсылка к Супермену, конкретно к мультсериалу Дэйва Флайшера и Стива Моффати. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Вернемся к Бэтмену. Сайленс атакует. Брюс пытается сопротивляться, но ему весьма тяжело. Он даже подмечает, что подобное оружие, схожее именно с тем, какие способности имеет Сайленс, он использовал когда-то давно против Киллер Крока, когда он впервые встретил Хаша. Томми изменился. Игра изменилась. Вместо того, чтобы работать с преступными элементами Готэма, он с помощью своих способностей хирурга создал своих преступников.
Брюс, как ни удивительно, имел план даже на такой случай, поэтому он отрубает звук, и все приходит в норму. Это была первой ошибкой Хаша. Второй было то, что он не ожидал, что я сделаю ряд собственных улучшений. Перчатки Бэтмена, оказывается, имели даже встроенные стальные шипы прямо по костяшкам. Пора завалить этого громилу. Брюс атакует, но толку ноль. Словно бить кирпичную стену. Посильнее. Брюс бьет хай-киком, но Сайленс останавливает удар и бьет в ответ. Очень и очень больно. Невероятно. Его тренировка мне знакома? Кто бы он ни был, ему нужно действовать. Сейчас же. Но удар Сайленса прерывает появление Дэмиана и Бэйна. Я ожидал, что они будут сотрудничать только в 161-м выпуске, но что имеем, то имеем. Рад ли Брюс, что его сын появился с отпрыском Санта-Приска? Вообще нет. И вообще да. «Почему ты здесь с Бэйном?» «Помогаю тебе», — говорит Дэмиан, но отец отталкивает его, вероятно, пытаясь обезопасить. «Мне не нужна твоя помощь. Бэйн, не дай ему говорить!» Что примечательно, Брюс, глядя на все это, задается одним важным вопросом. Кому вообще можно доверять? Хаш явно спланировал все до мелочей, в том числе и подобный ход Дэмиана. А вот насчет Бэйна. Смотрите, он появлялся с 10 по 13 выпуски ангоинга «Бэтмен и Робин». В последнем он помогает динамическому дуэту в их деле. Именно там Дэмиан и Бэйн разрешили друг с другом все вопросы. Особенно это касается момента смерти Альфреда. После того, как все было сделано и история там закончилась, Бэйн вернулся в Готэм и сел за решетку. Ему нужно было оказаться там, где все начиналось. Как он сам говорит, он хотел поразмышлять, так что его появление здесь неудивительно, но весьма приятное. Тем временем Дэмиан попал в ловушку Хаша. Жаль, что нельзя быть в двух местах одновременно. Другие рыцари в опасности. Как бы ты это ни обыграл, Брюс, сегодня ночью погибнет 3 Робина. События приобретают все более и более напряженный оборот. Я боюсь представить, в какое русло уйдет история. Если честно, так как с каждым разом я удивляюсь происходящему. Интересно то, что Ридлер тоже задавался вопросом о том, как быть в двух местах одновременно, поэтому, может, он все-таки работает с Хашем? Плюс там оказался Джокер. Что если и он здесь замешан напрямую? Узнаем в дальнейшем, когда выйдут следующие выпуски. Я же напомню, что 161 выпуск перенесли аж на месяц, поэтому новая часть Хаша на канале появится только в начале августа. Тем временем вы можете посмотреть весь остальной каталог. За поддержку канала на Бусти спасибо следующим пользователям. Их имена вы прямо сейчас можете увидеть на экране. Отдельное спасибо пользователям: Брамл, Дмитрий Чудинов, Артем, Сазака, Дима Коржов, Шинджи, Манцел, Родиу Марган, Александр Числов, Муракл, Артас, Дискорд, Алкот, Матовитон, Гантер и твоя мамка. Также большое спасибо пользователю Ёшкин Кот за оформление спонсорства на Ютубе. Ребята, девчата, спасибо еще раз. Вы лучшие. Поддержать канал можно не только с помощью подписки. Можно также сделать прямой донат на Boosty и Donation Alerts. QR-коды вы прямо сейчас можете увидеть на экране. Ну и не забываем про телеграм-канал, новости, анонсы, всякая всячина. Иногда болтаю с вами в комментариях, поэтому присоединяйтесь. Ссылочки на все про все смотри в описании. Ну а с вами был Юджин Мортем. Мы скоро услышимся.